Всем привет! Сегодня приготовим мясные жареные пирожки. Для начала займемся тестом. Для того, чтобы сделать правильное тесто для пирожков, наливаем 350 грамм теплой воды. Вода должна быть обязательно теплая, приблизительно градусов 30-35. В воду кидаю 2 столовые ложки сахара, 1 без горки чайную ложку соли. Муки для теста нам понадобится 600 грамм, но для начала мы кинем 5 столовых ложек. 5. Когда убедились, что все перемешали и комочков и сахар растворился, добавляем сухие дрожжи. Здесь у меня 11 грамм, это примерно 1 столовая ложка. И хорошенечко, тщательно перемешиваем дрожжи. Очень тщательно перемешав дрожжи, даем им постоять приблизительно 10 минут. Сейчас они начнут вступать в реакцию. Итак, прошло 10 минут, посмотрите, какой эффект сделали дрожжи. Будущее тесто стало пышным, воздушным, со многим количеством пузырьков. Теперь добавляем в него 4 столовые ложки растительного масла. 4. Хорошенечко теперь уже перемешиваем с маслом. И высыпаем сюда оставшуюся муку. Напомню, у нас было ее 600 грамм. Желательно муку просеять. Для удобного перемешивания потом теста немного муки оставляем. Просеяли муку. И теперь все это вместе перемешиваем. Желательно не рассыпая. Когда вы видите, что венчиком уже невозможно мешать, убираем венчик и начинаем замешивать руками. Смачиваем руки мукой и начинаем перемешивать. Тесто немного будет прилипать к рукам. Не расстраивайтесь, так и должно быть. А чтобы не расстраивался я, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь. Из оставшейся нашей муки посыпаем стол и начинаем месить наше тесто приблизительно вот таким вот способом. После всего замеса вот такой вот колобок у нас должен получиться. Вот такой вот упругий, не прилипающий к рукам. Кладем его назад в миску, накрываем крышкой и отправляем в холодильник минут на 40, на час отдыхать. Пока наше тесто отдыхает в холодильнике, приготовим очень вкусную начинку. Для этого всего нам понадобится всего лишь 400 грамм фарша, свинина, говядина и 3 средних лука. Лук нарезаем на маленькие кубики. 2-3 столовые ложки растительного масла. Высыпаем сюда наш лук и обжариваем его до полупрозрачного. Буквально спустя 5 минут лук превратился в вот такой вот красивый, золотистый, полупрозрачный. Высыпаем наш лук в чистую тарелку. Масло с лука сливаем назад в сковородку. По-другому просто его никак не отсоединить. Теперь на этом же масле, что мы слили с лука, обжариваем фарш. Половину чайной ложки соли. Для красивого цвета я кладу 1 чайную ложку сушеной морковки, черный молотый перец по вкусу. Также для цвета и для запаха чайную ложку сушеного укропа. И вот такой вот приправки для мяса, чайную ложку. Постоянно мешаю фарш для того, чтобы не было больших кусочков, чтобы он был более мелко однородным. Прошло 8 минут, выключаю огонь. Высыпаю сюда лук. Здесь просто удобнее будет перемешивать, чем в этой глубокой тарелке. Хорошенько все перемешиваю с луком и высыпаю назад в тарелку. Вот такая вкусная, сочная и красивая начинка у нас получается. Итак, спустя час достаем наше тесто, и вы посмотрите на него. Вот такое вот оно красивое. Теперь берем, на стол наливаем немного масла, чтобы тесто не прилипало. Муку уже не используем, так как пригорать будет она на сковородке. И вываливаем сюда наше красивое тесто. Вот такое оно. И теперь берем от теста, отщипываем примерно вот такие вот кусочки. Чуть меньше куриного яйца. И складываем их рядышком. Лепим, лепим, лепим. И кому не трудно, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Отлично, вот так вот 16 штучек получилось. Берем первый попавшийся колобок
Чуть-чуть смазали маслом руки. Не боимся, ничего сложного в этом нет. Я так 1000 раз делал уже. Вот так вот его распределили. Можно делать без каталки. 1 столовую ложку полную фарша. Фарш ложите не в кружочком в центре, а вот так вот, как на пирожок похоже. Чуть-чуть придавили. Теперь берем с одной стороны, с другой и прижимаем. Делаем шовчик. Сложного здесь ничего нет, прилипает хорошо. Делаем вот такой вот шовчик акула. Загибаем в любую сторону в одну, допустим в эту. Закругляем концы и чуть-чуть прихлопываем. Вот так. И пирожок готов. Когда лепим 4-й, включаем сковородку разогреваться на среднем огне. И будем сразу жарить. Чё тянуть? Жрать охота. Тем более вижу, вы там лайки начали ставить. Когда масло хорошенько разогрели, делаем огонь меньше среднего. И кладем наши пирожки. Швом вниз, естественно. У меня влазят 4 штучки на сковородку. У вас может быть сковородка побольше, может 5. Пирожки жарятся очень быстро, буквально практически 5 минут одна сторона. Вот так вот ложили пирожки, места было куча, теперь они уже не помещаются. Буквально прошло 5 минут. И мы их берем и переворачиваем. Красавчики какие. Ой-ой-ой-ой-ой, супер. Буквально 4 минуты, и пирожок уже готов. Оп, смотрите, какие они красивые. Оп, вот такая вот громадная стопка красивых и вкусных пирожков с мясом у меня получилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Быть добру, всем пока.